17 ноября Москва принимает четвертый юбилейный съезд армян России. История этой организации началась 10 лет назад, и вот сегодня можно подвести конкретные итоги проделанной работы. Дорогие друзья, уважаемые гости, я рад присутствовать на этом праздничном мероприятии на четвертом съезде, приуроченном к десятилетию Союза армян России. Поздравляю вас с юбилеем! 10 лет недостаточно, чтобы назвать человека совершеннолетним. Однако для организации это достаточный срок, чтобы проявились ее способности. Это ваш первый, но и обязывающий юбилей, который свидетельствует об организованной и регулярной работе, а также о сплоченности. Мы постоянно следим за вашими достижениями и проблемами, придаем им особо важное значение, поскольку в Российской Федерации находится самая многочисленная в мире армянская община. В том числе и этим объясняется то обстоятельство, что непрерывно укрепляющаяся армянская организация «Союз армян России» всегда стремится быть в ряду передовых бойцов всеармянских инициатив. Результатом многолетней последовательной работы является также то, что сегодня Союз стал тем своеобразным столпом, который смог объединить вокруг себя армянство России. А объединить нас, армян, людей самостоятельных, предприимчивых и очень ярких индивидуальностей, задача очень нелегкая. Да, волею судьбы большая часть нашего народа живет за пределами своей исторической родины. Родины, которую всегда пытались разодрать и уменьшить. И единственно возможным путем предотвращения повторения подобных сценариев было восстановление нашей независимой государственности. Сегодня основным залогом существования, сохранения и развития армянского народа является Республика Армения, наш национальный очаг, безопасность и благополучие которого зависит именно от нас самих. Дорогие соотечественники, на протяжении веков во всех краях мира каждый армянин был послом нашего народа, даже в то время, когда мы были лишены государственности. Сегодня, более чем когда-либо, мы обязаны повсеместно укреплять доброе имя армянина своим честным и созидательным трудом. Наилучшим доказательством сказанного является армянская община России с ее богатой историей и мощным человеческим потенциалом. Неоценим вклад наших соотечественников в расширение армянско-российского сотрудничества и особенно в развитие их экономического компонента. Не случайно, что Россия является нашим стратегическим союзником и надежным партнером. Не случайно также то, что в области осуществляемых в Армении инвестиционных проектов именно Россия занимает первое место. Это достойно читаться примером проявления межгосударственных отношений, развитию которых содействует также проживающая в этой стране армянская община. Самоорганизация армянской диаспоры является примером для многих. Однако это не повод для того, чтобы успокоиться или ослабить наши усилия. Напротив, мы должны еще больше укрепить связи Армении, Арцаха и очагов армянской диаспоры, способствуя развитию наших коллективных возможностей. Дорогие друзья, в заключение хотелось бы высоко оценить последовательную работу Союза армян России, а также разнообразные проекты, которые осуществляются в Армении. Еще раз поздравляю вас с десятилетием организации. Желаю новых успехов, плодотворной работы на благо нашего народа и во имя осуществления чаяний всего армянства. Как вы думаете, какую роль играет подобная организация, как Союз армян, для самой России? Ну, вообще организации диаспоры стран, учитывая, что Советский Союз развалился, есть СНГ, есть межгосударственные отношения, но человеческие-то остались, и их нельзя никакой границы разделить. И как разделишь от армяне, которые уехали в разный период времени в Россию, которые стали россиянами, которые прославляют Россию и во всех отраслях науки, искусства, спорта, как их отделишь от исторической родины? Ну, это я имею говорим о любой диаспоре, поэтому надо очень хорошо, что Армения это понимает. Сегодня на съезде присутствует президент Армении, ну и сам объединяющий эти усилия армян, Союз армян, сам Абрамян, человек очень многогранный, талантливый и интернациональный. У нас с ним жены русские,
Поэтому историческая родина есть родина, и мы должны это всячески приветствовать. Я думаю, что очень важно то, что сегодня приветствую президент и премьер, и два председателя палат. Это говорит о том, что эта организация нужна России. Мы россияне. Добрый день, господин Абрамян. Александр Табурчан, Вестник Кавказа. Господин Абрамян, довольны вы теми результатами, которые достиг Союз армян за 10 лет? Знаете, вот, конечно, не очень удобно, что я сам себе оценку вставляю. Я скажу, я очень доволен, что мы за 10 лет могли сделать ту работу, которую уже мы сделали, прошли. И сегодня высшее руководство страны вставляет оценки. Вы, наверное, слышали приветственные слова президента, премьер-министра. Присутствие президента Армении дало особую значимость нашего сегодняшнего съезда. И его слова, знаете, самое главное, что мы прошли и смогли объединить армян, объединить не только армян, объединить армян, и это армяне, вот Союз армян России, общаются со всеми остальными национальными организациями. Вот мы отличаемся тем, что мы участвуем в общественной, политической, социальной жизни России. И для нас вот лозунг «Мы армяне-россияне», мы за единую сильную Россию. Если есть единая сильная Россия, значит мы сильные армяне. Если мы сильные армяне, значит есть сильная Армения. Мы вот очень большое внимание уделяем молодежи. Потому что будущее это молодежь. Молодежь воспитывается дома и в учебных заведениях, в школах, не знаю, институтах. И вот мы там постоянно встречаемся. И в школах, институтах объясняем, говорим о экстремизме, о ксенофобии, о нетерпимости. Мы говорим, что мы россияне, мы граждане, мы все вместе. Если есть проблемы, вместе должны решать. Что мы все должны быть в правовом поле. И вот это, благодаря этих результатов сегодня все взять, нет таких проблем, как раньше были. Межнациональные почвы, они есть, но они такой масштабные. Вот армяне, знаете, я вот со всеми общественными организациями вместе находим пути решения вот этих вопросов. Вот недавно мы провели молодежный форум в Сочи, 1, 2, 3 ноября. Там был из 80 регионов молодежи более 130 национальностей. Понимаете? Пожалуйста, все вместе дружили, весело, хорошо провели, говорили те тезисы, которые способствуют дружить между собой, неважно какой национальность. В первую очередь мы люди, граждане этого государства, высокое звание гражданина или россиянина. А потом уже культура, вера и так далее. Еще, так что очень много мы достигли. Это то, что мы участвуем, знаете, вот я уже сказал, вот были пожары. Союз армян России собирался от всех регионов и дали гуманитарную помощь, деньги. Когда было наводнение в Краснодарском крае, мы собрали деньги, собрали различных материалов, отдавали людям нуждающим. Мы не смотрим, это армянин или не армянин. Вот мы один знаем, что только все вместе можем быть сильным. Счастье можем строить, когда мы все вместе.